Когда в сети появилось последнее видео Тэхёна Тиртер, фанаты сразу поняли, что это не просто очередная реклама бренда, это визуальное заявление. Клип начинается в черно-белых тонах, простой, но мощный. На нем кожаная куртка, повседневный, но резкий. Каждое его движение привлекает внимание. Сначала музыки нет, только атмосфера, фирменная спокойная интенсивность, которую может передать только Ви. Затем, всего через 4 секунды, кадр переключается на красный. Он кладет в карман темно-красный продукт Тиртер, и вся атмосфера меняется. Освещение вспыхивает, как огонь, отражая уверенный, страстный тон, который воплощает Тэхён. Речь не о продаже чего-либо, речь о захвате присутствия. Такого, которое заставляет вас остановиться и просто смотреть. По мере того, как продолжается короткое видео, вы понимаете, что каждая секунда поставлена так, чтобы подчеркнуть эмоции, не только красоту. Его выражения не наиграны, они приземленные, зрелые и непринужденно притягательные. Красное сияние на его коже становится частью истории, таинственной, почти кинематографической. Меньше чем за минуту Тэхён превратил рекламную кампанию бренда в произведение искусства. Плавно, уверенно и визуально затягивающе. И именно поэтому видео Тиртер разлетелось по социальным сетям за считанные часы. Не потому, что это Ви из BTS, а потому, что оно ощущалось как короткометражный фильм, где каждый кадр был заявлением. Как только вышло полное видео Тиртер, социальные сети загудели. Фанаты не просто смотрели, они анализировали каждый кадр. То, как Тэхён держал продукт, переход от спокойного черно-белого к ярко-красному и краткий момент, когда он откинулся на красном диване, все это казалось намеренным, почти поэтичным. Было чувство уверенности и контроля, которое мало кто может передать, не сказав ни слова. На 18-й секунде камера показала его кожаную куртку. Вы видели детали, молнию, свет, отражающийся от поверхности, а затем внезапно фокус сместился на его лицо. Красный свет не скрывал его, а подчеркивал его эмоции. Его взгляд не просто смотрел в камеру, он держал ее. Именно это и делало этот клип таким запоминающимся. Каждая секунда казалась продуманной. К тому моменту, как он поднял красное яблоко на 25-й секунде, в социальных сетях его уже называли «моментом Тиртер». Одни говорили, что яблоко символизирует искушение или чистоту, другие, что это намек на его двойственность, нежность и силу. Но какова бы ни была интерпретация, все сходятся в одном – Тэхён не просто продвигал продукт, он превратил его в историю. И эта история, обернутая в 45 секунд ярких красок и эмоций, стала одним из самых пересматриваемых кабиауты клипов года. В последние секунды видео на красном фоне появляются слова «Ваш оттенок», «Наш стандарт», короткие, смелые и уверенные. Это идеальное отражение того, что представляет собой Тэхён, индивидуальность, которая устанавливает стандарты, а не следует им. Финальный кадр с его безмятежным выражением лица говорит сам за себя. Нет нужды в диалогах, потому что визуальный ряд говорит на его языке, техой силе. Мировая реакция была просто взрывной. Уже через несколько часов фан-аккаунты, модные блоги и гуру красоты пересматривали клип в замедленном темпе, указывая на детали, как движутся тени, текстуру света, минималистичные жесты, которые кажутся такими наполненными смыслом. Редко можно увидеть, как 45-секундный фильм вызывает такой эмоциональный отклик, но когда в нем участвует Тэхён, каждый кадр кажется кинематографичным. Для Тиртер это был не просто запуск кампании, это было заявление о творческой идентичности. А для Тэхёна это был еще один момент, когда он размыл границы между музыкой, модой и эмоциями. В конце концов, красный свет померк, но впечатление осталось. Тэхён не просто появился в видео, он был им, превратив рекламу красоты в незабываемое произведение искусства, заставившее говорить весь мир. И как любая работа, затрагивающая визуальную сферу Тэхёна,
Видео Тиртер не остановилось на экране. Оно разрослось, став предметом глобального обсуждения, вдохновив новую эстетику, превратившись в визуальный язык, переведенный в тысячи версий, отредактированных фанатами. В течение нескольких часов после релиза видеоленты заполнились кадрами замедленной съемки, подчеркивающими каждую деталь его выражения, каждое крошечное движение его пальцев, даже то, как его дыхание создавало ритм, словно танцуя на красном свете светофора. Кто-то написал на платформе сообщества: «Он продает не просто продукт, он продает настроение». Эта фраза быстро стала цитатой, которая циркулировала в постах, под короткими клипами, фотоколлажах, даже в качестве подписи к фанарту. Фанаты знают, что когда Тэхён прикасается к проекту, результатом становится не просто продвижение, это преображение. И это преображение ощущается в каждом визуальном слое. Доминирующий красный – не просто выбор палитры, а яркая метафора. Красный – не просто символ красоты, но и мужества, цвет, олицетворяющий страсть, силу и зрелость, больше не скрытые за смирением. В каждом отблеске света чувствуется, как Тэхён представляет новую версию себя, более резкого, более зрелого и более уравновешенного в своей силе. Камера дополняет его, не переигрывая. Она просто следует за ним. Медленное движение Тэхёна, смотрящего в левую часть экрана, словно говорящего с чем-то за кадром, создает ощущение невысказанной тайны. Некоторые визуальные аналитики назвали эту сцену «тихим бунтом», молчаливым восстанием против традиционных, часто жестких, ограниченных представлений о мужественности. Здесь он нежен, но силен. Он тих, но силен. Тэхён не в первый раз создает подобный визуальный парадокс. Он делал это на каждом этапе своей сольной карьеры, в музыке, съемках для журналов и даже во время коротких взаимодействий на сцене. Но в Тиртер все это кажется более честным. Возможно, это потому, что здесь он не поет и не танцует. Он просто есть, в своей самой простой, чистейшей форме. Фотографы и операторы начали анализировать его технику. Они заметили текстурные контрасты между кожей, тканью и светом. Как каждый луч света был разработан, чтобы подчеркнуть тепло и глубину, а не просто поверхностное мерцание. Дело не в том, чтобы выглядеть идеально, написал один модный журналист, а в том, чтобы раскрыть правду красивым способом. И действительно, эта правда чувствуется, когда Тэхён держит красное яблоко в середине видео. Движение простое, почти медленное, но завораживающее. Яблоко блестит на свету, отражая румянец на его лице. Интернет мгновенно наводнили интерпретации. Одни связывали это с падением Адама и Евы, другие видели в этом символ человеческого желания вкусить нечто запретное, но соблазнительное. Но за всеми этими теориями прослеживается одна общая нить. Тэхён точно знает, что делает. Он не выдает смысла. Он позволяет зрителям самим додумывать. И в этом его гениальность.